Итак, ребят, я вас всех приветствую. Напишите, что по звуку, не глушит ли вас. Давайте посмотрим сегодня астральный план. Каждый загадывайте свой сон, кому что там приходило, кто приходил, кому интересно поглядеть, к чему это все. Растягивать не будем. Думаю, все настроились. Поехали. Так, удача, которая сопутствует вашим всем начинаниям, сокрыта от просмотра других людей. Кому-то очень интересно знать, что вы, как вы, сколько у вас в кармашке лежит. Я вам хочу сказать, что здесь кто-то кидал в расправу в ваше пространство. Но у меня такое ощущение, что как пришло, так и ушло. Вот пришло, показалось и вышло. А ну-ка. Да, здесь на помрачение рассудка делали. Направленная злая воля черного человека, у которого ложные договора. Ну, давайте скажем так. А ну, с кем у него они там? Думает, что с предками рода, на самом деле у него они явно не с теми созданиями. А почему так? Потому что у человека бесплодные попытки вообще что-либо, видимо, предпринять в магии. Так, почему расправа? Давайте посмотрим. Угу. Ага. Ух ты, прям такое наборище. Значит так, по мнению ваших недоброжелателей, вы должны прекратить делать то, чем вы занимаетесь, пойти в состояние жертвы, влезть во все тяжкие испытания и еще и посидеть в жертве. Поняли? То есть самоуничижение, в раскаянии. А почему вы это должны делать, по мнению ваших недругов? Потому что у них нищета, и им нужен ваш ресурс. По их мнению, это компромисс. Понятно? Вы должны пойти на компромисс и позволить им пиздить ваше. В смысле брать. И чем вы спокойнее, тем больше этих крыс коробит. А с хрена ли они решили с вас что-то брать? У них давно разрушено. Из-за их жадности, из-за ненасытных желаний. Вообще канал благополучия этих людей, не только денежного, но так как они измеряют в деньгах, естественно, им вот это и подавай. В лабиринтах заплутали люди. В лабиринтах чистой искренней любви. Видимо, начали натыкаться на такое же убожество, как они сами. По сердечной чакре их начало лупить. Запоздалые уроки. Но, как говорится, каждому свое. Что еще у них там, у этих змей? Те люди вас предали в свое время. Ну, пытаются оставить бухло и погрузиться в себя. Что ты там хочешь найти? Рост. Говорит, подъем. Там меня ждет подъем. Все, пить бросаю. Ой, в магию ухожу, видимо.
Мне нужно подниматься вверх, расти, идти к своим целям. Здесь мужик говорит, я целеустремленный князь. У меня есть интуиция, магия, слава меня ждет и власть над другими людьми. Вот так-то. Если это не с погостом сотрудничают, ну, здесь из-за погоста у них бремя и тяжелая ноша, и очень много страхов от того же хозяина кладбища, барона Самди, возможно, даже. А что с этой властью у них? Здесь, знаете что, с руководящих должностей послетали. Здесь, если вы ведающие, то вы обнаружили, откуда яд и застой, от какой жабенции в вашу сторону летит, и это все прикрыли и вошли в свою силу. У человека, естественно, пошло по нолям. Угу. Теперь против этого человека шабаш работает. Только знаете что? Здесь не просто шабаш, там понанимали практиков, как ваш недруг делал, заказали вас, да, здесь идет такой момент, что коллективная работа вообще не идет никакая, понимаете? Люди не понимают вашего недруга. Угу. Вообще не понимают. У вас здесь деньги могут с интернета приходить, через интернет. Вы от сердца все делаете. И решаете все свои проблемы. И высший абсолют за вами смотрит. Ничего мне здесь еще добавить. Хотя, ну-ка, на высший абсолют что? Еще и радость. Ну, здесь люди наполненные. Вернули свой ресурс. А ну-ка, а вы делали какое-то западло? Ребята, а смотрите, здесь на ваш урожай, когда вот только вы проходите трансформацию, пришло время там пожинать какие-то плоды, ресурса вы набрались, да, определенного, прошли уроки. Магия, всякие подселы неупокоенные, оборотни, злые духи всякие возможные на вас накидывались. Вы вообще могли уехать в другое место, отдалиться от людей, прекратить с ними общение и пошли в свою трансформацию. Вы вообще выходите, нифига себе, гроб и феникс. То есть, ну, возрождение конкретное у вас. То есть здесь просто мания охуевания, я это так называю. Понимаете? Человечина, которая решила бросить бухать. Я думаю, не бросишь. Не хватит ни ресурса, ни силы воли. Так, о чем ваш сон? Вот об этом человеке. Попытки взять ваше, особенно ваша удача. Причем здесь не только в деньгах, а во многих сферах. Так, и что вам хотели показать еще этим сном? А ну давайте. Опа. Чинанай, да опа, чинанай. Ментальный план, мысли, очень много думает человек о вас. Здесь знаете, что было сделано? Здесь был сделан вызов на то, чтобы вы сами объявились, поругались, возможно. Как-то, видимо, уделили несчастью этому в свое время внимание. Хотя бы и на чуть-чуть. Понимаете? Почему? Потому что человек вообще находится под опоями и кормами, он под привязками, вопреки своей воле. Ему, понимаете, надо создать эффект, что еще от его рук, ног, балды, говора какого-то хоть что-то зависит в этом пространстве. Потому что он нахер никому не нужен, его никто не слышит, не понимает, не признает.
ему нужно было бы, чтобы, возможно, это раньше получалось с вами, и вот ему хотелось бы повторить на бис эту ситуацию, чтобы вы по цикличности опять в плен попали. Возможно, чтобы подействовали его какие-то там речи волшебные по привязкам. А еще мне идет такое, когда человечек звонит и, допустим, либо сам, либо с помощью кого-то еще параллельно читаются там заговоры определенные, либо вообще молчат, а на самом деле читают на вас, пока вы слушаете. То есть будьте бдительны. Да, человек думает, как бы его покайфажорить. О, а вы знаете, что ему сюрприз-то какой? Вот помимо того, что он за вами следит и завидует, то же самое делает по отношению к нему, к вашему сопернику. Смотрите, тут все-таки какой-то членоносец. Членоносец, у которого по здоровью и по финансам полное болотце. Очень много мыслей о вас, если вы тот человек, который рассчитывает на себя. Нужно получение финансов. Это возможно через то, если вас получится дестабилизировать в вашем пространстве. То есть, там, знаете, вывести вас на эмоции, плевать на какие. Да здесь бумеранг человеку летит. А человеченко почему-то думает, что оно наказывает вас за то, что у вас финансы есть, а у него их нет. Вы знаете, здесь вот персонаж-то очень-очень следит за тем, что вы делаете, как вы работаете, что у вас с родовыми вашими ресурсами. У него-то все, рот отвернулся от него. Ну и он, естественно, хотел бы ваш, видимо, ресурс переключить на себя. А еще здесь бумеранг за то, что эта падла залазит туда, к чему и палец о палец не ударила и не приложила никаких усилий, но своровать хочет, понимаете? Вот смотрите, тоже о чем я и сказала. Здесь можно, в принципе, расклад завершать. Здесь все и так понятно. Ваша работа над собой, с предками рода, с вашей интуицией, если кто вообще еще в этом, ну, то есть очень далек, интуиция это уже оно. Смотрите-ка. Здесь человеку нужны вот эти вот знания ваши. Как вы смогли преобразовать свою судьбу, как вы вышли из закольцовок. Здесь вам человек делал на то, чтобы у вас не было пары. Годами делал, лепил. У вас есть ключи к новым начинаниям, к выходу из сложившихся ситуаций. Вы реализовываете себя. А персонажу надо пахать, пахать и пахать. Тяжело пахать. И при этом оставаться добрым. Вряд ли это возможно у этого человека. Я читаю комментарии бомбагучие. Мне недавно трусы в окно прилетели мужские. Не знаю, возможно, это уже намеки вселенной, что мужчина к вам летит. Жесть, жесть, просто жесть. А вы знаете, запросто может... А ну что это? Да, оморочки. Оморочки, видимо, чтобы вы, если у вас есть мужчина или у вас идет перспектива на встречу с достойным мужчиной, пытаются сдернуть это. Поэтому смотрите там. Обалдеть просто. Сидишь, ты ничего не подозреваешь, к тебе труселя залетают в окно.
Кошмар, да? На какие вообще вещи люди идут? На какой цирк, лишь бы у них это сработало. Повеселили, конечно. Я представляю, какое у вас там было ощущение. Вот насчет труселей, залетевших в окно. У вас тут явно что-то намечается, человек ощущает это, что к вам ваш ресурс. То есть, короче, очередная попытка вздернуть это, понимаете? Выхватить на себя, чтобы у вас все осталось без изменений в пространстве. Вам здесь куда-то в поездку даже нужно будет отправиться. Либо есть перспективы этого всего. Ой, нифига себе, очень хорошие перспективы, короче. Ребят, если уж я смотрю в общем раскладе, да, что-то меня так, ну... Летающие труселя, твою мать. Это, понимаете, вот это даже ж мужчинами не назовешь. Вот те, которые делают такое. Это жесть. В общем, смотрите, ребят. Это всего лишь оморочки. Да, у вас есть некая стабильность, но вам нужно, понимаете, изменения. Путешествие, движение куда-то в сторону рода, в сторону новых знакомств, вашей стаи, вашей иерархии, к тем, кто вам верен. Люди, которые вместе с вами идут к общей цели, которые вас приведут к победе, а вы их приведете к победе. Неважно, кто из вас чем занимается. Так, давайте-ка вот это соберем. Ну, понятно, в общем, к чему сон. Ничего нового. Давайте еще глянем, что вам из этого. Ага, ребят, я вам и говорю серьезно. Здесь вот эти моменты с бывшатиной, возможно, либо с теми, кто не состоялся, понимаете? Раз вы либо уже, либо у вас в процессе это все в трансформации, вы расставляете приоритеты насчет семьи. Важное открытие, которое какое-то вы сделали. Да, ребят, здесь насчет семейных все-таки вопросов. Открытие сделали, кто в ритуалистике, кто просто в знаниях, кто просто для себя, там, я не знаю, что, может, психологию посмотрели, почитали и расставили для себя все по местам. Смотрите, насчет постоянства. Были у вас вот как тьма, глобальные изменения, скука, печаль, грусть, тоска. Вы пошли в реализацию, сконцентрировали свою волю и ринулись в прорыв. Вот в чем вы расставили приоритет. Но тут приоритет насчет вашей семьи. Здесь только так. Возможно, с кем хотите, с кем не хотите, с кем больше не будете, с подобными, допустим, да, людьми, там, не будете никогда никаких отношений выстраивать. Здесь вас пытались засудить в страхе. Поднять ваши боязни, комплексы вот эти, чтобы вы выбирали среди множества вариантов. И пока бы вы там выбирали, вы бы попали в пустыню, понимаете? Здесь через сны пытались вас, короче, как марионеткой поуправлять вами, покукловодить. Так, ребятушки, здесь еще присутствует бабца, уж косвенно, либо прямо они вдвоем там работают, не суть важно. Но, если есть у вас еще какая-то бабца, она там в надуманных проблемах застряла, хотя ей очень хочется удовлетворить свои амбиции, мудрость, получить и духовную силу, там высший абсолют за всей ее инициативой и суетливыми телодвижениями наблюдает.
Знаете, что у вас здесь? Одиночество в любом аспекте вашей жизни, не обязательно только любятина, будет завершено. Но здесь знаете, на что пробивают? Здесь могут пробивать на такие аспекты, как, допустим, вот вы привыкли жить одни. А вот если у вас будет там мужчина, а вдруг придется там, как и прежнему, там выготавливать по 3 вида блюд, блядь, потому что оно любит каждый день разное жрать, хотя на это не зарабатывает, понимаете? То есть вот что вам будет тяжело в новых отношениях. То есть там у кого-то может какие-то страхи, комплексы насчет поведения человека, да, друга, товарища, там, либо рабочие аспекты, что сызнова в одну и ту же, ну, в один и тот же котел запрыгиваешь. Может быть, там по бытовухе что-то. Вот, понимаете, вот такую белиберду на вас нагонять пытались через астральный план. Вот. Чтобы вы свернули. Так, и что здесь еще? А ну-ка. Да, да-да-да, здесь по астральному плану бродильник устроили. Они, знаете, под что? Могли маскироваться под ваши тотемы, под ваших фамильяров. Чтобы внести в раздор в вашу интуицию. Навязать свое мнение хотели вам. Там человек трепется о вас. Кстати, через интернет может с кем-то трепаться. О том, как бы у вас что-то своровать. Вы знаете, а ну-ка, ему об этом сказали? Общается, может, ему рассказывают, что это вы у него что-то своровали. С кем-то он по интернету может общаться. И тут, смотрите, либо ему нужны защиты, чтобы продолжить опять воровать, как у него получалось раньше. Ищет, кто бы ему возобновил эту систему, понимаете, налаженную его. Либо же здесь, ну, понимаете, как все равно куча общения. Да, вас в тоску, в душевные муки, в депрессию. Если у вас работа через интернет, много трепится, тычет прям пальцем, хочу вот так же, блядь, как бы своровать. Понятно? Чтобы у вас это закрылось. Да, и снять ваши защиты. Вот что здесь. Кто-то взялся. Вы знаете, тот, кто ему взялся помогать, сам, извините меня, непроработанный персонаж. В карме, в отработках сидит, машет этим мечом, но без толку, и сам с пробитой сердечной чакрой. Может, к мужику и обращался, кстати. Насчет соперницы, помните, выпадала, вот этот ваш недруг, о ком мы говорим, он с той соперницей в ссоре. Он обратился к мужику какому-то. О, еще и этот мужик за вами теперь следит. Чем больше следит, тем больше в порочном круге бедствий, хотя надежда была, что освободится. То есть он еще на вас и переброс мог сделать свой. Практик этот. Не получилось у бедолаги освободиться, на ваш горб что-то свое скинуть. И там, знаете, бабла подрубить от вашего недруга, и еще и ваш ресурс подожрать. Новости ему от древа его рода будут. Все, интуиция закрыта у практика. Древо рода его отрубает за несанкционированные ПДД в вашу сторону. Давайте так посмотрим.
Я лезть в структуру там не буду, родовую этого практика, но мне интересно, чем вознаградят вас. Возможно, само древо рода, чтобы его там не лупанули. Всякое бывает, договора бывают тоже разные. Что вам из ресурсов этого практика? Сделки удачные, выгодные попрут, ребят. Так, погодите-ка. Попрут, если вы не попадете в оковы через привязки по нижним чакрам. Короче, если не будете спать, с кем попало. Иначе тут же на вашей сделке, на вашу работу, на вашу всю удачную вот эту договоренность сразу же. И это по справедливости. Ой, знаете, начнут лезть к вам в пространство персонажи, которым вот надо будет по-быстренькому присоседиться к вашему ресурсу. Прям вот на физике, либо на других планах. Здесь у людей прям ревность будет бешеная к той силе, которая вам помогает управлять своей жизнью, и вы еще и наполняетесь при этом. Возрождение богатства через внутреннего мага, свою мудрость, опыт вы вырулить можете. Но все равно... Если вы уже прекрасно понимаете и проходили подобный урок, здесь, в принципе, вам, не напрягайтесь. А если у вас стержень уже достаточно такой, знаете, сильный, то есть это для вас не урок. Вы уже с вакциной от этого всего и просто получите свои плюшки. Здесь магический дар еще будет. И неплохой такой, знаете, неплохой. Вот не впадать в стагнацию, в какой-то в покой, мол, я в тупиках. И знаете, что, ребят, параллельно с этим? А вы еще из своего окружения, вы прям высветится какой-то человек, который вам очень завидует. Возможно, женщина, но не факт. Понимаете, она как сама вот, в пространстве вздернется. И почему? Потому что она будет заморожена. Если вы с завистью еще не прошли уроки, с тем, что слабость напередок присутствует у мальчика или у девочки, неважно, здесь у вас будет нежданчиком событие, которое вам эту лавочку подприкроет. Причем серьезным таким образом. Потом только в духовные вещи пойдете. То есть, понимаете, мудрости должны набраться и принять для себя важное решение насчет своей собственной стабильности, насчет своих ожиданий. Чего вы хотите вообще от этого мира, от этой жизни, не знаю, я от других людей. То есть, бывали у меня люди на чистке, которые говорили мне, что это, спать ни с кем нельзя. А человек просто только набирает энергию после чистки и тут же ее сливает через противоположный пол. Да, мать твою, нельзя. Представляешь? Аскеза должна быть. В твоем случае, мать твою, нельзя. А если тебе и нельзя, то, бегай пожизненно в чистках тогда, раз не можешь прикрыть передок.
и угомонить это все. Нельзя. Определитесь, чего вы хотите. Иногда цены, вы понимаете, цена того, чего вы хотите, может быть различной. В зависимости от вашего развития, каждого отдельно. Бывают, люди приходят и четко понимают, что надо, что можно, что нельзя, да, разбираются и такие, да, все, делаем, как бы, и делают как положено. А бывают такие, которые, ты, мол, паши, я же тебе, оплатил работу, а потом, ой, не получается, а, блядь, а как оно получится? Чистка это не панацея. Это всего лишь дополнение. Поэтому тут вот такой вот аспект, когда уж каждый из вас поймете. Если у вас вообще нет проблем с этим, то есть вы понимаете, что это не о вас, значит не парьтесь. Все у вас нормально пройдет так, как вам это надо. Наоборот, вскинется кто-то в пространстве. Ну а если еще не прошли, то будете проходить, будут вас учить. Вот так-то. Надолго, ребят, не прощаюсь. Через некоторое время у нас будет еще один эфирчик. Всем осознанным добра этого мира. Пока-пока.